Здравствуйте. Сегодня будет вторая часть. Это президентский кубок, онлайн-кубок, посвященный 80-летию Вячеслава Ивановича Щеголева, то есть неоднократного чемпиона мира. Очень много, кстати, онлайн формат приобрел популярность, я считаю, достаточно сильно в период пандемии, и очень много людей, кстати, играло. И я думаю, что, наверное, больше вторая, то есть второй турнир больше людей, думаю, будет все-таки. Но это мое такое предположение, и лучше, чтобы больше, конечно, было. То есть интересный достаточно турнир. Ну, единственное, что я смотрел партии, давайте никто, то есть не обижается, если где-то что-то тут не то сказал, потому что это блиц, и очень много, к сожалению, очень много пропускают тактики, даже простой, и не проводят, и проводят простую достаточно тактику. И я думаю, все-таки момент такой, я чуть отвлекусь от основной темы, турнира, то, что все-таки люди с одной стороны играют в онлайне, это очень хорошо, но с другой стороны где-то все-таки практической игры не хватает, то есть не видят кое-какие идеи, поэтому есть определенные проблемы, но так или иначе турнир достаточно представительный, то есть очень много людей играет, и я, честно говоря, думаю, что может даже второй турнир, когда будет, наверное, по-моему, в это воскресенье. В воскресенье они играют. И второй турнир будет достаточно представительный, более представительный даже. Ну, хотя в первом турнире очень много людей играло. Я бы даже, может, сам играл, но у нас тут есть определенные, честно говоря, проблемы с интернетом по воскресеньям. И поэтому и тут еще момент у меня с работой, честно говоря, по воскресеньям, поэтому не получается, но так или иначе будем рассматривать эти партии, то, что будет в турнире. Интересные есть фрагменты. Вот сейчас окончание партии я вам поставил. Томми Люсьен Мбонга. Ну он известный, конечно, в лицо очень, играет с Лией Аминовой. Но Лия ошиблась здесь. Это 50-й ход, видите, времени, наверное, совсем мало осталось. То есть 24-29 пошло. Надо было, конечно, сразу отдать, и ничья была. 24-29 на 31 получается. И здесь Томми провел эту комбинацию симпатичную такую. Но здесь меня будет интересовать, давайте сначала партию посмотрим. Здесь меня будет интересовать один фрагмент, то есть Миттельшпиль. И я хочу там подробнее смотреть эту позицию Миттельшпиля именно. 31-27. Там интересная достаточно идея. Поэтому я сильно здесь не буду вникать в остальные стадии партии. Какие моменты я вам покажу, но не сильно много. То есть, так, 33-28. Здесь эти удары, я еще потом покажу через ход. То есть эти удары надо смотреть, естественно. Потому что пятерку надо рано или поздно выводить. И удары, покуда стоят удары. То есть предотвратили. 38-33. Возможно, что опять он поставил на 5-10 эту тактику. То есть дабы 5-10 не вводить. То есть это такие моменты, которые органически, можно сказать, вписываются в то, что, то есть в план игры, в стратегию игры, поэтому я комбинации эти показываю. Так, это я отметил для ПТНов на всякий случай. На 21, 42-38. Уже 5-10 может Илья вывести, она уже выводит. 10-14 и 33-28. Здесь никакой тактики нету покуда. Тут шашки не хватает по тактику. То есть не хватает шашки. 20-24. Такая позиция 39. Здесь, кстати, 39 по поводу классики не совсем тут согласен. Ну ладно. Хотя, может быть, да, вообще
вообще, конечно, момент следующий, да, 4.10, 4.9, то есть 39 все равно надо идти, поэтому, наверное, все-таки, да, Томми прав здесь, абсолютно. 43. Ну вот, он уже подготовил все для вторжения по Гистему, и вот вторгся здесь. Так, ну, здесь, если в ответ вторгнуться, конечно, покуда ничего не будет, потому что 39 будет нападать. Поэтому покуда вот так вот играют и на 17. 39, 33. Ну вот опять интересно, здесь ход можно было смотреть 40, 34, конечно. Но 40, 34 при случае, конечно, есть, даже, я думаю, есть 18, 22 надо смотреть. Поэтому он 39, я думаю, ходит. То есть, чтобы не было вот этого размена. Я думаю, такая логика была, особенно вот в Блиц. 38, 33, 8, 13. Так, нападение последовало. И здесь вот 18, 23. Ну, куда-то нам на 18-23 надо, потому что все-таки здесь есть проблема вот с этими шашками, поэтому не знаю, 18-23 наиболее логично, кажется. Есть, конечно, ход вот этот 18-22. Тут если 32, может, сразу разменялся, тоже здесь ничего не будет. Но вот куда больше ходить, то есть если 50, есть нападение, наверное, это. Так, давайте посмотрим. Вот меня этот ход заинтересовал, честно говоря. Нападение сюда. Ну и здесь вот эти шашки остаются, конечно. Может... Ну вот, не знаю, куда тут ходить даже. Все-таки здесь вариант, если где-то здесь дальше двигаться, будут варианты с нападением. Поэтому, может, все-таки давайте 40-35. Но если сюда давать, наверное, сюда, то тут, конечно, позиция хорошая, я думаю, будет. Наверное, все-таки у белых. Не факт. То есть раз. Ну вот здесь, да, позиция хорошая, но я сомневаюсь, честно говоря, она выиграна. То есть подойдет здесь всеми шашками и может ничего и не быть. Но позиция здесь хорошая у белых. Так, 18, 23, 27, 13 и 40, 35. Да, вот здесь вот давайте посмотрим. Вот эта позиция меня очень интересует, я честно скажу. Я вам здесь пару моментов покажу. То, что я вижу, ну и, естественно, жду от вас комментариев, если что-то тут не так, либо что-то вы сами найдете, потому что позиция очень интересная. Она встречается, то есть, вот я то, что смотрел партии последние, даже вот в последний год вот эти вот партии, получается, встречается вот эта вот позиция. То есть не конкретно вот эта позиция, но вот тип позиции вот с вторжением и именно сюда вот разменами. На длинном фланге, вот у черных или у белых здесь на длинном фланге встречаются эти позиции. И достаточно часто, кстати, если сказать, что не часто, то часто встречаются они. Так, вот 42-38. Идея какая здесь? На 9-14. Так, давайте ставлю, это плохой ход. Вот этот ход. И получается сюда. То есть отдавать сразу не будешь, потому что все равно пойдут. То есть как-то бесполезный ход. Но вот, допустим, вот эта вот позиция, если отдавать сюда, то предварительно можно еще раз отдать. И получается вот 12 на 23. Дальше, если вот этой комбинации, интересно сейчас представляют и другие продолжения, вот сейчас посмотрите. Если не проводят вот этой не комбинации, ну, может, отдача даже шашки, я не знаю, как это после 9-14 правильно назвать, 3-8, то 48-42, то есть грозит тоже вот эта вот комбинация. Может, конечно, ход 15-20 не сильно здесь просится, но вот эта вот комбинация есть здесь. То есть
сюда, тогда уходит, d9 сразу, сюда вообще уходим. Так, дальше. И вот давайте здесь вот мы смотреть с этой позиции 8-13, ну вроде бы хочется, да, потому что 9 здесь уже, 9 опять нету, потому что вот эти вот туда, либо вот этот туда. То есть 8, 33. Вот это один из 33 из ходов. Я, кстати, думаю, что может это не сильнейший. Здесь надо анализировать позицию. Кстати, интересный момент. Давайте я вам покажу. Он не проходит, к сожалению, за белых. Вот здесь вот смотрите. Он совершенно не проходит, но напоминает одну комбинацию. Если бы на 45, видите, шашка бы здесь вот была, да, в этой позиции. 45-40, если бы было, то вот эта вот комбинация была бы. На 38, бой, на 37, потом 48-42 и 40-35, пробили на 4. Ну вот это вот, видите, позиция 45 здесь была шашка, было, то можно было играть вот эту вот позицию. Именно 33-29, видите, идея бы была. Раз, и потом отдали, и вот эта вот позиция. Так, здесь еще момент такой, наверное, 40-34, я думаю, что вот здесь вот посильнее как раз 40-34, то есть 39, давайте я отмечу это, давайте, нехороший ход. Хотя я вариант вот показываю, но это нехороший ход. 40-34, вот здесь вот 15-20, естественно, вот этот ход получается совсем просто 45-40, то есть надо 15-20, ну и вот получается, что я хочу. То есть этого хода делать нельзя, потому что я просто пойду сюда и так, кто это 19-24, это не я сделал. Так, сюда можно, я думаю, что можно перебиться просто сюда, допустим, сюда и так, и здесь уже вот этот ход 19. Ну и здесь без шашек получается. Перспективно достаточно за белых. Вот этот вариант. Ну, может и не перебиваться. И есть еще вариант, конечно, не перебиваться. Тоже вот это будет. Но я думаю, что все-таки надо играть вот эту позицию все-таки. Мне вот на взгляд, то есть я не анализирую, на первый взгляд вот это есть. Так, и важный момент, видите, так, дальше что-то я хотел вам глубже показать почему-то. Нет, вот этот я как раз ход не хотел показать вам. Так, вот, 40-34 получается, 15, да, 38 и 21-27. Если отдавать, то получается вот этот вот вариант, давайте я вам покажу его, то, что до конца хочу показать. 35 на 40, и вот опять вариант, сюда, и 27-22. Ну вот видите, какая позиция получается интересная. Здесь вот, кстати, анализировать еще эту позицию. Отдали, и вот получается на 17 надо. То есть вариантов нету. Если куда-то сюда, то получается отдача. А если сюда не ходить, то получается, что сюда ходим. Ну вот здесь тогда отдача получается, видите. Ну интересная позиция, в общем, надо анализировать, я думаю. Кстати, может даже и сюда напасть. Ну, давайте, может, и сюда пойду. Ну, вот такая вот позиция можно и играть. Еще интересный момент. Можно 50-44 ходить. Именно с той точки зрения, что 9-14 здесь удары вот эти идут. 32-28. То есть, а на 23-29... Так, давайте... Здесь вот я могу провести комбинацию походу. И сюда. Вот такая вот идея. Давайте 15-20 пойдем, 40-35. Ну вот здесь вот интересный тоже момент. Видите, позиция очень интересная. Я считаю, что очень интересная просто. На 18. То есть сюда бить получается 33. Вот этот вот вариант. А если назад бить, то получается вот здесь вот с лишней шашкой.
Вот здесь позицию, то есть надо анализировать. Тут еще вариантов много, честно говоря, и они очень интересные. Здесь 9, так, 9 нельзя, допустим, вот еще ходим сюда. 44-40 и опять на 9-14 вот эти вот идеи все стоят. 9-14 стоит вот эта вот идея. Ну вот видите, позиция интересная. Вот этот вот Митиншпиль, собственно говоря, я хотел посмотреть. Потому что, как я уже говорил, встречается. Я неоднократно вот смотрел партии, встречается этот Митиншпиль. Вот похоже. Вот с этими позициями идеи, я думаю, что будут вам просто полезны. А в партии было 40-35, 9-14. Ну вот такая вот позиция. То есть здесь, наверное, тоже надо было все-таки вот как-то сыграть, я думаю, на эту группировку Томи Люсьену. То есть 39, ну вот приблизительный план. Я не знаю, насколько он точный, но вот приблизительный план. Если куда-то начнут здесь 3.9, может здесь 3.8 все-таки. Потому что 3.9 сразу, видите, просто вот простенько проходит дамки. То есть здесь 3.9, ой, 3.8, я извиняюсь. 5 сюда. Ну, вот эту вот позицию пытаться играть. Хотя она тоже такая очень нехорошая позиция за черных. Может даже она и проиграна. Ну, вот такие вот основные моменты. Вот видите, 39 и оставляют вот эту группировку неудел как раз. И надо играть вот эти вот позиции. То есть я думаю, что тут он не точно пошел. Но я повторюсь, это блиц, то есть не воспринимайте мои слова тут как какое-то руководство к действию, можно сказать. Потому что, естественно, основная партия здесь бы, я думаю, что многие ходы по-другому просто были бы. Или другие абсолютно. Многие ходы, ну, по-другому трактовались бы, я имею в виду, что по-другому трактовались бы, и другие просто были. Ну вот партия, видите, пошла по этому сценарию. Позиция 24-29. Ну вот здесь, видно, не видела комбинацию ли я в конце. Скорее всего. Ну и 50-й ход, то есть неизвестно, сколько там секунд оставалось. Поэтому вот эта вот идея 27 на 32, 21 на 27, ну она тоже будет полезна, чтобы ее запомнили, честно говоря. Особенно вот в конце партии, когда уже уставшая, даже вот если с серьезным контролем, не всегда эта идея видна. А был ход 24 на 31, вот здесь вот, ну, это все продолжение того неправильного плана. То есть опять надо было на 32 и 21, 27 как-то пытаться и ходить. А здесь вот эта вот красивая тактика последовала. Она простенькая, но красивая, я считаю. И Томи Люсьен Бонде выиграл. Это 7-й тур, напомню, президентского онлайн-кубка, посвященного 80-летию Вячеслава Щеголева. Итак, до новых встреч!